Зеленский в Дублине снова требует денег и оружия. И тут же говорит про переговоры. Последний рубеж Донбасса трещит. Россия у цели, которую готовили к обороне 10 лет. Удары накрыли сразу 6 областей Украины. Под прицелом не только фронт. Скандал с Польшей грозит заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Привет, друзья! Сейчас главные новости к этому часу. Наш телеграм в описании. Там выходит то, что не вошло в это видео. Подписка и лайк, и начинаем. Зеленский снова оказался в центре внимания, на этот раз на пресс-конференции в Дублине. И риторика украинского лидера, по сути, не изменилась ни на шаг. Как обычно, всю ответственность за отсутствие прогресса в переговорах он переложил на Москву, параллельно выкатив привычный список требований к западным партнерам. По словам Зеленского, Киев якобы прикладывает активные усилия для диалога, используя даже неофициальные каналы связи. Он заявил, что сигналы посылаются, но остаются без ответа. Руководство России категорически отказывается прекращать войну. И хотя мы уже использовали все возможные официальные и неофициальные каналы, чтобы передать ему через его окружение, что войну можно и нужно прекратить. И что мы в Украине готовы к встрече, к содержательным переговорам, он видит для себя только дальнейшую агрессию против Украины и наших соседей. А верите ли вы, что за этими словами о мирных инициативах действительно стоит готовность к компромиссу? На деле подобные заявления выглядят как элемент информационной игры, а не реальная дипломатия. Пока Зеленский говорит о содержательных переговорах, Киев продолжает выдвигать заведомо невыполнимые условия. Наблюдатели все чаще указывают, подобная риторика нужна лишь для того, чтобы оправдать затягивание конфликта и переложить вину на оппонента. Куда охотнее Зеленский переключился на привычную тему – новые ограничения против России и мнимое единство западных союзников. Он подчеркнул, что рассчитывает на очередной пакет санкций от Евросоюза. Мы очень надеемся, что поддержка со стороны партнеров, в частности со стороны Европейского Союза, будет и дальше ощутимой, своевременной и смелой. За последние полгода было сделано многое. Уже есть пакет финансовой поддержки Украины от Европейского Союза. Введен 20-й пакет санкций против России за эту войну. Сегодня мы говорили о том, что готовится новый пакет, и мы на это рассчитываем. Подобные заявления про очередные пакеты санкций рассчитаны прежде всего на внутреннюю аудиторию, создать иллюзию, что российская экономика вот-вот рухнет. На практике экономика демонстрирует устойчивость, а разговоры о новых ограничениях скорее ритуальны, чем эффективны. Главная цель таких зарубежных визитов не дипломатия, а удержание темы Украины на международной повестке. Каждое выступление Зеленского на европейских площадках – это по сути запрос на продолжение финансирования и военной поддержки. Реальные же переговорные механизмы остаются полностью заблокированными украинской стороной. Получается интересная картина. С одной стороны публичные заявления о стремлении к миру, с другой – конкретные требования оружия, денег и новых санкций. Совместить эти два нарратива объективно сложно, и именно это все чаще замечают даже западные аналитики. Ситуация на фронте продолжает меняться не в пользу Киева. И это признают уже не только российские источники. Об этом открыто пишут украинские и западные СМИ. Проблемы у армии Украины копились не один месяц. Последние недели украинская армия последовательно отступает на ключевых направлениях, а взамен все активнее делает ставку на террористическую тактику в тылу. Тем временем на фронте близится развязка одного из главных сражений этой кампании – битвы за Донбасс. Российские силы приближаются к последнему крупному рубежу обороны в регионе – Славянску и Краматорску. Как только эти города окажутся под контролем, у Киева фактически не останется шансов удержать оставшуюся часть республики. Ответ прост. Линию обороны здесь укрепляли инструкторы НАТО, причем делали это еще с 2014 года. То есть речь не о наспех вырытых окопах, а о полноценной многослойной системе обороны, создававшейся десятилетия. Именно поэтому бои за эту территорию оказались настолько тяжелыми и затяжными. Но проблемы украинской армии не ограничиваются Донбассом. Тревожная ситуация складывается и на Харьковском, и на Сумском направлениях. По последним данным, российским подразделениям до города Сумы осталось пройти всего 10,5 километра. Особенно показательна динамика последних месяцев. Если в мае российская армия смогла занять около 14 квадратных километров территории, то уже в июне этот показатель вырос в 6 раз, до 84 квадратных километров.
Наибольшие успехи, согласно доступным данным, были зафиксированы во второй половине месяца на Константиновском, Добропольском и Гуляйпольском направлениях. Такое резкое ускорение говорит само за себя. Линия фронта не просто сдвигается, она рушится системно, сразу на нескольких участках одновременно. И чем дольше это продолжается, тем меньше у украинского командования остается ресурсов для того, чтобы стабилизировать ситуацию хотя бы на одном из направлений. Российские войска нанесли серию ударов по объектам топливной инфраструктуры сразу в 6 регионах Украины – Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях. Под удар попали автозаправочные станции, которые массово используются для снабжения украинской военной техники топливом. Параллельно удары пришлись и по объектам энергетики, на этот раз на территориях Донбасса, которые все еще остаются под контролем Украины. То есть речь не о единичной акции, а о скоординированной операции сразу по нескольким направлениям одновременно. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Днепропетровской области. Там российские удары поразили сразу 5 заправок. Глава местной военной администрации Александр Ганжа подтвердил, на всех станциях повреждено технологическое оборудование, то есть восстановить работу быстро не получится. Кроме того, удары пришлись на автозаправки в Нежинском районе Черниговской области, а также вдоль трассы Сумы-Харьков, одной из ключевых логистических артерий на этом направлении. География атак прямо указывает на то, что цель не только прифронтовая зона. Топливная и энергетическая инфраструктура – это не абстрактный тыл, а прямая логистика для фронта. Каждая выведенная из строя заправка – это удар по возможности перебрасывать технику, боеприпасы и живую силу к передовой. Именно поэтому подобные объекты все чаще становятся приоритетной целью, параллельно с ударами непосредственно по линии соприкосновения. Судя по масштабу и географии этой волны ударов, речь идет не о точечной операции, а о системной работе по подрыву логистических возможностей Украины сразу на нескольких оперативных направлениях. И, судя по всему, это только начало серии подобных атак. Евроинтеграция Украины снова уперлась в серьезные препятствия. На этот раз причиной стал резкий двусторонний конфликт между Киевом и Варшавой, который рискует парализовать весь процесс вступления в Евросоюз. Скандал разгорелся после решения украинских властей переименовать одно из воинских подразделений. Реакция Польши оказалась крайне жесткой. Польский министр обороны прямо заявил, что подобный шаг может привести к официальной блокировке вступления Украины в Союз. К претензиям присоединилась и Венгрия, добавив свои оговорки к перспективам членства Киева. Выступая на пресс-конференции в Ирландии, Зеленский попытался переложить ответственность за возникшие сложности на партнеров, заявив, что Киев выполнил все требования. Итак, во-первых, мы рассчитываем на единогласное решение всех стран ЕС открыть все кластеры с нашей стороны. Мы сделали все, о чем нас просил Совет и все лидеры. Даже несмотря на некоторые трудности с правительством Орбана, мы сделали все. При этом Зеленский предпочел вообще не упоминать масштаб коррупции внутри Украины, а ведь борьба с ней остается одним из ключевых требований Брюсселя для любого кандидата в Союз. Вместо признания системных проблем украинский президент списал претензии соседей на обычные политические разногласия. Так что я надеюсь, что Петр Мадьяр нас поддержит, и я надеюсь, что правительство Польши тоже нас поддержит. Я думаю, что важно соблюдать правила, а не поддаваться политическим эмоциям и так далее. В ЕС есть правила. Мы должны делать то, что должны. Вот почему, честно говоря, да, мы сделали все, что было необходимо для открытия кластеров. Я думаю, что это важно, что в интересах всех стран, чтобы Украина как можно скорее вступила в ЕС. Вот что я думаю. Когда журналисты напрямую спросили, как именно Зеленский планирует урегулировать конфликт с Польшей, он ушел от ответа, переключившись на привычную тактику – смещение фокуса на внешнюю угрозу под лозунгами о безопасности всей Европы. Мы соседи, и, конечно, я уверен, что в нашей истории были трудности. Но знаете, у всех стран Европы в прошлом были трудности, но мы живем в настоящем. Сейчас у нас есть один агрессор, и сейчас у нас есть единство. Мы защищаем ЕС и должны думать о безопасности наших людей в будущем. Поэтому я думаю, что на любые вопросы всегда найдутся ответы, если мы будем сильными соседями и будем готовы их находить.
По оценке аналитиков, подобная реакция показывает, Киев не способен вести конструктивный диалог даже с ближайшими соседями. А риторика в стиле «Путин – общий враг, Зеленский – защитник Европы» работает все хуже, когда на кону конкретные исторические обиды и невыполненные обязательства. Итак, что мы имеем на этот час? Зеленский в Дублине снова просит денег и оружия у Запада, а параллельно рассказывает про мир, от которого он отказывается сам. Донбасс трещит по швам. Россия у последнего крупного рубежа обороны, который держали 10 лет. 6 областей Украины без топлива за одну ночь, и это только начало. Киев и Варшава на грани разрыва, евроинтеграция снова под вопросом. Пишите в комментариях, что думаете по поводу всей этой картины, я читаю все. Поддержите канал подпиской и лайком. С вами был Медиашот, скоро увидимся, всем пока.